Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам Hyundai Elantra 2017 года выпуска, комплектация Comfort, 2 литра, 149 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, без пакетов Style и High-Tech. Стоимость данного автомобиля составляет 1 209 900 рублей, плюс доплата за цвет 10 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Transtech Service Hyundai за предоставление данного автомобиля на съемку и на тест-драйв. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля, заведем двигатель и послушаем его звучание, откроем капот и багажник. Вот такие ключи. Выкидной ключ, кнопки закрыть и открыть автомобиль, открытие багажника дистанционное. Давайте начнем. Здесь установлена автосигнализация, имеется автозапуск Starline. Черный кожаный салон, перфорированная кожа. В этом автомобиле установлено 6 подушек безопасности. За доплату вы можете установить коленную подушку безопасности для водителя. Отлично. В этом автомобиле установлен прекрасный уплотнитель. Двери плотно закрываются. Слегка развернута центральная консоль к водителю. Кстати, мне чем-то напоминает интерьер немного Seat Leon. Кстати, у нас горит Traction Control и ABS. Трехспицевый кожаный мультируль, очень пухлый. Имеются приливы в местах хвата. В этом автомобиле установлен электроусилитель руля, очень легкое рулевое колесо, гудок. Рулевая колонка имеет механические регулировки и регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет большие углы хода. Удобное положение вы сразу для себя подберете. В этом автомобиле установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фары. Противотуманный фар и противотуманный фонарь, также дальний свет фар. Как обычно, аварийная сигнализация. Электроскладываемые зеркала. Как видите, очень удобная вещь. Электрорегулируемые зеркала. Притом они огромные, все зоны хорошо просматриваются. Зеркала у нас с подогревом. Центральный замок. Лакировка стекол. Со стороны водителя автоматически стекло опускается вниз, как видите. Задние стекла. Они опускаются до конца. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Очень элегантные ручки. Рычаг, чтобы открыть капот, находится вот здесь. Хромированная окантовка дверных рамок, нижняя часть. В топовых комплектациях за доплату доступны задние светодиодные фонари. Подсветка номерных знаков, камера заднего вида. Стоп-сигнал, задний обогрев стекла имеется. Задние датчики парковки. Огромные фонари. Диски доступны 15 дюймов, 16 дюймов и 17 дюймов. Диски из легкого сплава. 16 дюймов, размер шин 205 на 55. Шины Michelin.
Диодные указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида, очень яркие. ВИН-код автомобиля. Здесь установлены светодиодные дневные ходовые огни, галогеновые фары, линзованная оптика, галогеновые противотуманки, линзы, передние датчики парковки, хромированная решетка радиатора. Мне чем-то передняя часть напоминает Jaguar. Новая Elantra в Корее была представлена осенью 2015 года. Российские продажи стартовали летом 2016 года. Кузов стал жестче на 53%, появились двойные усилители жесткости задних дверей и усиленные центральные стойки. Усиленный каркас добавляет высочайшую прочность. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27. Главный дизайнер этого автомобиля Петр Шрайер. Сборка производится в Калининграде. В топовых комплектациях доступно до 7 подушек безопасности, включая коленную подушку безопасности для водителя. Доступна система мониторинга слепых зон, электронная система стабилизации курсовой устойчивости, а также система помощи при трогании на подъеме. Диски доступны 15-дюймовые, 16-дюймовые и 17-дюймовые. На Elantra предлагается два дополнительных пакета, это Style и High-Tech. Пакет Style включает в себя ксеноновые фары, систему доступа и запуска без ключа, задние светодиодные фонари, панель приборов Supervision с TFT-экраном 4,3 дюйма. Пакет High-Tech включает в себя электрорегулировку сидения водителя с памятью на двух водителей, самозатемняющееся зеркало заднего вида, селектор выбора режима движения и дополнительные системы безопасности. Основные конкуренты этого автомобиля это Ford Focus, Mazda 3, Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, Citroёn C4, Kia Cerato, Toyota Corolla и Skoda Octavia. Гарантия производителя 3 года или 100 тысяч километров пробега. Доступны 11 цветов окраски кузова. Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя распределенный впрыск топлива, расположение клапанов распредвала, верхнеклапанный с двумя распределительными валами, соответствие экологическим требованиям Евро-5, расположение двигателя переднее, поперечное. На выбор доступны два силовых агрегата, соответственно 1.6 версия гамма 128 лошадиных сил и 2-литровый силовой агрегат 150 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 2 литра, 150 лошадиных сил, крутящий момент 192 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 200 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 9,9. Расход топлива в городском цикле это 10 литров на 100 км пути и в загородном цикле 5,5. Объем топливного бака составляет 55 литров. Привод передний, тип передней подвески независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, тип задней подвески полунезависимая, пружинная, торсионная балка. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние тормоза дисковые. Клиренс 150 мм. Снаряженная масса данного седана составляет 1250 кг, полная масса 1800 кг. Объем багажного отделения составляет 458 литров. Длина данного автомобиля составляет 4570 мм, ширина 1800 мм, высота 1450 мм и колесная база 2700 мм. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Высокочастотные динамики аудиосистемы. В базе идут 4 динамика, в топовых комплектациях 6 динамиков.
пищевой отсек. Рекомендации по давлению в шинах. Водительское сиденье, механические регулировки. Притом диапазон регулировок очень широкий. Продольные регулировки по высоте, спинка сиденья, широкие кресла, регулируемые подголовники, ремни безопасности. Здесь находятся предохранители, отключение трекшн-контроля, регулирование яркости подсветки приборов и регулирование угла наклона фар. Педальный узел, все очень аккуратно. Теперь я предлагаю послушать звучание двигателя. Очень даже неплохо звучит. Кстати, на холостых оборотах его практически не слышно. Никакие вибрации в салон автомобиля не проникают. Замечательно. Все приборы очень легко считывать. Управление светом и поворотниками, управление стеклоочистителями, россыпь кнопок на рулевом колесе, для аудиосистемы прибавить и убавить звук. Кстати, 6 динамиков звучат очень даже неплохо. Как низкие, так и высокие частоты. Я считаю, что меломаны будут довольны. Переключение между треками, либо между станциями, в зависимости от того, в каком подменю аудиосистемы вы находитесь. Отключение для звука, предустановки, кнопки принятия и отмены вызова для телефона. И посредством Bluetooth связи вы можете соединить телефон. Все очень просто. Управление для круиз-контроля. Активируете, задаете скорость, соответственно, и сброс. Здесь у нас управление для бортового компьютера. Цифровой спидометр отображается. Средний текущий расход топлива, температура за бортом и пробег. Пробег у нас 1760 километров. Поездка А и поездка Б, время в пути, средняя скорость. Все очень легко использовать. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь такая очень интересная ситуация. Мягкий пластик. Вот здесь он уже жесткий.
карты дверей это тоже жесткий пластик, но в принципе подгонка деталей существенных нареканий не вызывает. Все очень добротно, строго. Я считаю, что корейцы выбрали правильный вектор развития для своих автомобилей. Экран мультимедийной системы. Здесь у нас слот для загрузки диска, отключение для дисплея. Поддерживается протокол Bluetooth, как видите. Соответственно, здесь у нас меню для радио. Видите, AM, FM, медиа, то есть непосредственно это флешка. Сейчас я соединил флешку. Различные предустановки. Экран не подтормаживает, кстати. Все просто шикарно. Управление для телефона. Настройка для часов. И основные настройки для системы. Для дисплея яркость, режим день-ночь, настройки по умолчанию, всплывающее меню, прокрутка текста и так далее. Звук, баланс, низкие и высокие частоты, видите. Все достаточно легко настроить. Звук касания экрана можно выставить, часы и календарь, установки дат и так далее. Для телефона. И, соответственно, установки для системы. Это память, использование, емкость и настройки для языка. Все очень понятно. Интересное меню мультимедийной системы. Соответственно, включение и отключение, отображаются часы и дата. Поиск станции. Здесь у нас переключение между различными папками, соответственно, мультимедийной системы. Вставки глянцевый пластик, очень интересно смотрится. Двухзонный автоматический климат-контроль, регулировка для температуры. Притом она имеет ход в полградуса, видите. Синхронизация, индивидуальные настройки для температуры. Замечательно. Автоматический режим имеется. Отключение, регулировка потока воздуха, небольшой LCD-дисплей, различные зоны. Ноги, лицо и так далее. Здесь встроенный фильтр. Передний и задний обогрев стекол. Активация для кондиционера и рециркуляция. Все очень легко использовать. Здесь у нас находится ниша. Две розетки. Входы USB и AUX. Сейчас я соединил флешку. И место под телефон. Все очень удобно. Огромные клавиши для подогрева сидений. 3 ступеньки. Высокое, среднее, низкое отключение. И для пассажиров все то же самое. Деактивация датчиков парковки. Подогрев руля предусмотрен. Незаменимая вещь, особенно зимой. Обод руля очень быстро нагревается. Обычный гидротрансформатор здесь установлен. 6-диапазонная автоматическая коробка передач, либо на выбор механическая 6-ступенчатая. Здесь установлена камера заднего вида, как видите. Для такого небольшого дисплея хорошая графика, линии парковки. Они показывают вам наиболее правильную, наиболее удобную траекторию для парковки. Имеется ручной режим переключения, плюс передача выше и минус передача ниже. Чтобы хоть как-то разогнать связку силового агрегата и, соответственно, трансмиссии. Еще раз повторюсь, все отделочные материалы очень добротного качества. 2 подстаканника имеются, ручник довольно легкий, мягкий кожаный подлокотник. И имеется вещевой бокс, достаточно просторный. У этого автомобиля неплохая обзорность. Салонное зеркало заднего вида без автозатемнения. Контейнер для очков, как видите, он обит тканью, огромный. Микрофоны для hands-free. Соответственно, здесь у нас подсветка салона. Замечательно. Макияжные зеркала, соответственно, у нас с подсветкой. Дополнительные козырьки. Как видите, так она отключается. Или можно принудительно ее выключить. Держатель для карт. Кстати, поручни у нас утоплены в крышу.
С этой стороны все то же самое, со стороны водителя. Замечательно. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Кстати, при моем росте в 188 сантиметров места в ногах у меня достаточно, над головой тоже, в плечах хватает. И диапазон регулировок очень широкий. Даже человек ростом под 2 метра здесь устроится с комфортом, достаточно просторно. К эргономике существенных претензий нет. Вообще архитектура приборной панели здесь хорошо продумана. Открывание лючка бензобака и крышки багажника с места водителя, тросовый привод. Теперь, что касается галерки. Здесь установлен детский замок, фиксатор 2 положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Вещевой отсек, подогрев сидений для второго ряда, 2 ступеньки, высокое, низкое и отключение, динамики аудиосистемы. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60-40. Петли находятся в багажнике. Крепление для детских удерживающих кресел якорного типа, как видите. И имеется система ISOFIX. Проем достаточно широкий. Сейчас я сел сам за собой. Места в ногах у меня в принципе достаточно. Как видите, здесь небольшие выемки для рослых пассажиров. А вот над головой уже впритык. За счет вот этой скошенной линии крыши. Здесь находится вешалка. Абсолютно практически ровный пол. Дефлекторы вентиляции для задних пассажиров. Это прерогатива топовой комплектации. Откидной центральный подлокотник мягкий. 2 подстаканника здесь предусмотрено. Обзорность назад, в принципе, неплохая. Регулируемые подголовники. Подсветка салона. Вещевая сетка со стороны пассажира. Опять-таки, это принцип разумной достаточности. Современный интерьер Hyundai Elantra выглядит великолепно, не вызывает никаких нареканий. Я считаю, что галерка достаточно просторная здесь. Вполне хватит места 3 взрослым. Багажник у нас 458 литров. Неплохой результат в этом классе. Вот эти петли, чтобы сложить второй ряд сидений, как видите. Вот здесь у нас находится полноразмерное запасное колесо, домкраты, инструменты. Все очень аккуратно. Петли для крепления сетки имеются. И одна удобная ручка, чтобы закрыть крышку багажника. Здесь все то же самое, такой же подогрев. Сборка этого автомобиля производится в Калининграде. Такие же механические регулировки со стороны пассажира, за исключением регулировки по высоте.
бардачок. Его принудительно нельзя закрыть на ключ. Очень вместительный бардачок, к сожалению, без подсветки.
Очень хорошо продуманный автомобиль с прекрасным соотношением цена-качество, с хорошей гарантией, с привлекательным как экстерьером, так и интерьером. На этом обзор Hyundai Elantra 2017 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз.